Пряжу, которую я обычно покупаю для своих проектов, я делю на два больших типа. Простая пряжа и сложная пряжа. Давайте посмотрим на примерах, о чем я говорю. Простая пряжа – это вот, вы можете ее здесь видеть. Что такое простая пряжа? Она предсказуемая. Никаких сюрпризов в процессе вязания и потом уже в готовом изделии она нам не принесет. У нее понятные цвета, у нее хорошая крутка, у нее хорошая толщина для быстрого вязания, у нее приятная сама нить, как правило, богатая цветовая палитра. То есть эта пряжа подойдет для любых моих целей, я не буду с ней знать проблем. Когда я беру такую пряжу? Когда рисунок, сама техника вязания превалирует, когда мне хочется что-то изучить, когда мне хочется вязать без проблем, когда меня устраивает цветовая палитра. То есть пряжа у меня здесь второстепенно немножко. Тогда я обращаюсь к простой пряже. Что такое простая пряжа по составу? Как правило, это либо стопроцентный акрил, либо это полушерсть, либо это полухлопок. Но что такое стопроцентный акрил? Это качественный акрил. Я знаю, что для многих из вас эта фраза немножко режет слух, но да, акрил – это высокотехнологичная пряжа, которая может быть качественной. Что я имею в виду? Качественный акрил не расслаивается, не скрипит, не электризуется и имеет более-менее понятные цвета. Что такое более-менее понятные цвета? Не слишком химические, не слишком яркие. Такая пряжа существует. Как правило, это производство Турции часто бывает, но и российские марки иногда тоже обладают свойствами, которые мне подходят. Дальше. По техническим характеристикам. Простая пряжа, как я уже сказала, не расслаивается. У нее хорошая крутка. Почему это важно? Потому что если мне важна сама техника вязания, узор, который я сейчас пробую, например, да, я не хочу отвлекаться на сложности нити. Я хочу, чтобы у меня сам процесс вязания проходил очень легко, чтобы крючок хорошо скользил, чтобы он не цеплялся там где-то в процессе за что-то ненужное, чтобы не расслаивал нить, чтобы мне не нужно было именно что отвлекаться на эту пряжу. Поэтому простой пряжи очень хорошая крутка. Видите? То есть даже если мы нить раскручиваем, она не расслаивается. Такую нить найти можно. Кроме того, у простой пряжи, как правило, толщина, подходящая для быстрого вязания. Что это значит? Ну, пряжа для быстрого вязания позволяет нам действительно вязать легко, азартно. Я не говорю сейчас, что это должна быть очень толстая пряжа, например, в 100 метрах 100 грамм. Но обычно эта пряжа 210 на 100 грамм, 240 метров на 100 грамм. То есть пряжа, подходящая под крючок 4,5, 5, 5,5. Изделия из нее получаются в меру объемными, в меру толстыми, в меру тяжелыми и позволяют нам вязать быстрее. Ну и про цвета. У такой простой пряжи должна быть, как правило, богатая цветовая палитра, но я готова к тому, что эти цвета, ну, такие усредненные, что мне будет не просто найти какой-нибудь кирпичный, что мне будет не просто найти какой-нибудь оттенок зеленого, ну и что? На этапе, когда мне важнее техника, когда мне важнее узор, я могу ограничиться простыми оттенками, там, молочным и каким-нибудь красным, или там молочным темно-синим, или там моей любимой горчицей, серым. Обычно в простой пряже все такие вот цвета есть. Кроме того, такая простая пряжа, она часто бывает бюджетной, потому что благодаря составу можно выиграть в цене. Ну, из наших российских производителей, вы знаете, у меня есть отдельное видео вот про карачаевскую пряжу. Это как раз вариант очень простой, такой вот дешево, но сердито пряжи. У нее есть, конечно, свои особенности, свои нюансы, и по цветам там есть проблемы, и по толщине нити, но в целом плюс-минус она не доставит никаких проблем в процессе вязания. То, что нам и нужно. Сейчас я покажу вам конкретный пример, что я сейчас делаю из простой пряжи. У меня сейчас в работе рождественская коллекция. Я вам пока ее еще не показывала, вот говорю о ней впервые. Я использую как раз для нее простую пряжу. Почему? Потому что мне, с одной стороны, нужен довольно объемный рисунок. Этот объемный рисунок мне нужен на довольно таком объемном, плотном полотне. То есть этот плед там и подушки, они должны быть не тоненькие, струящиеся, они должны быть визуально весомые. То есть пряжа должна быть объемная, не тонкая. И, соответственно, мне здесь важны цвета, цветовые оттенки. Вот у меня уже начат плед и подушка, но подушку вам сейчас пока не покажу. Вот начало пледа. Я его вяжу как раз из пряжи толщиной, внимание, 160 на 100, то есть 160 метров на 100 грамм. И хорошо, что в этой палитре я нашла нужный мне чуть темный красный
и молочный цвет, то, что нужно как раз для рождественской коллекции. Мне здесь не нужны были какие-то хитрые переходы цвета, потому что для меня здесь важнее рисунок. Мне нужно, чтобы рисунок, классические рождественские элементы смотрелись максимально четко. И поэтому мне достаточно простой пряжи. Кроме того, у меня на этот проект идет ее достаточно много, поэтому цена мне тоже была важна.